Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро-прогноз. Таро-прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 сентября. Уже сентябрь, начало осени, время просто мчится. Ну, давайте мы с вами узнаем, что для вашего знака зодиака с 1 по 10 сентября нам подскажут карты. И, конечно, останемся реалистами. Но вы-то реалисты. Я же от себя хочу добавить, в сентябре много работы. Причем таких рациональных решений. И это при том, что информационный поток будет хаотичный. Нам, скорее всего, придется по принципу «доверяй, но проверяй», это касается информации. То есть, но активность какая-то, она может идти по нарастающей. И самый главный момент – это наши уязвимости. Уязвимости – это то, о чем мы никому не расскажем. Это какой-то триггер или болевая точка в нашей душе. Важно будет это как проработать или самому себе сказать какую-то правду. Почему я так говорю? Нас что-то все время останавливает, тормозит. Или это наши какие-то предубеждения, или отношения к чему-либо, кому-либо, или наш взгляд на вещи, как вообще правильно что-то сделать. Но мы-то ведь сталкиваемся с разными обстоятельствами и людьми. Ну и вот, наверное, наша эпоха перемен заставляет нас тоже меняться. И это будет в первую очередь, когда мы понимаем, да, вот мне мешает одно, ну, может быть, свое какое-то качество. Оно-то может быть и хорошее, но вам оно не в плюс. Или, может быть, это будет связано с конкретным человеком, взгляды на жизнь, да. Тут вот не застрять в перфекционизме, понимаете? И Солнце в Деве до 22 сентября, вот как раз еще с 1 по 10 в вашем знаке зодиака. И с одной-то стороны критическое мышление, но, знаете, вот перфекционизм, он нам точно не помогает. Нам будет помогать, когда мы умеем быстро перестроиться. Девятка жезлов. Любая девятка – это как будто впереди перемены, а у вас тут так сразу две девятки. Какая-то ситуация денежная, домашняя, может быть, буквально так. Может либо меняться, либо вы будете больше уделять внимание своей семье, своим близким, ну, может быть, дети, внуки, у кого что, может быть, и дальние родственники. И вопросы денег вот тоже могут перемежаться. Ладно, мы достанем три карты, как три знака судьбы, три ключевых события, что нужно услышать, принять во внимание. Что будет для вас главным, основным в течение с 1 по 10 сентября? Первый знак судьбы или первое главное важное событие, второе и третье. И пойдем мы дальше. Мы эти карты откроем в самом конце. Что прояснится? Что уйдет? Давайте спросим. А что придет взамен? И три карты по основным сферам жизни – это любовь, личная жизнь, тема финансов и дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы, ваши достижения, одним словом. Так что же там у вас будет проясняться? Королева кубков, а ведь правда, тут по королеве кубков дела, которые касаются дома. Может быть, это связано с вашими супругом или супругой. Мы все же по полу карту не рассматриваем, хоть и выпала у нас королева кубков. Это просто энергетика такова, когда мы больше участия, может быть, в жизни кого-то принимаем. Ну, может быть, и кто-то тоже так нам откликается. Хотя карта предусматривает ожидание. Буквально молодой человек на образ молится. Может быть, у кого-то прояснится какое-то затянувшееся ожидание. Чего мы ждем? Может быть, для кого-то это и есть вот эта болевая точка. И сколько это будет продолжаться? Какое-то, может быть, и бессмысленное ожидание. Но для тех, кто в паре, у кого все хорошо, это время вашей пары, вашей семьи, ваших детей, ваших родственников, близких. Ну, может быть, и касается еще отчасти и дома тоже. Вот эти все вопросы, скорее всего, будут проясняться. Но все же я тут вижу, скорее всего, вопросы взаимоотношений. Они будут проясняться. Причем это либо, ну, может быть, даже это не близкие, знаете, а как вот люди, которые вхожи в ваш дом, ваше ближайшее окружение. И какие-то контакты тут тоже будут вами пересматриваться. Но по королеве кубков, мои дорогие девы, это и вы можете кому-то помогать. Все же, ну, пусть не в этой колоде, но альтруизм, он присутствует. А это у нас колода 78 дверей. Открыты двери или закрыты. Метафорические карты, которые нам буквально показывают наглядно,
какие пути закрыты, а какие открыты. В королеве кубков в этой карте нет как таковых дверей, пространства. Но, видимо, в этом пространстве все равно есть что вам определять с большей точностью. Что же уйдет? Король мечей нам тут буквально врач показан. И проходят люди в форме, да, ну, в том числе форму носят и врачи. Может быть, у кого-то из вас решится вопрос по части вашего здоровья, или вы будете просто банально пойдете узнавать о себе чуть-чуть больше. И это может быть как сдача анализов, например, да, или какая-то консультация, стоматология. Карта не говорит, что мы болеем. Более того, раз врач показан, скорее всего, улучшение самочувствия или найти нужного доктора, или какие-то процедуры, манипуляции, может быть, вам придется по в учреждениях здравоохранения осуществлять. Я этого тоже не исключаю. Но для кого-то это могут быть вопросы, которые касались, может быть, все-таки что уходит. Иногда по королю мечей проходят и чиновники. Военные люди, люди в погонах, ну и погоны-то тоже у нас вообще-то бывают разные. Или, может быть, судебная инстанция. Это как юристы, адвокаты, какие-то контролирующие органы. В любом случае, по королю мечей идет тот человек, который работает в рамках своих полномочий. И здесь, значит, какой-то вопрос вы точно, то есть даже если вы что-то начинаете, то ясность, она точно за эти 10 дней наступает. К чему это все идет, ну или кто-то из вас может быть, будет завершать вот эти все вопросы. Но, знаете, вот рационализм, конечно, присутствует в этой карте, но и для вас-то больше понимания, ясности будет больше, что вы будете продолжать, но в чем вы, возможно, поставите точку. Что придет взамен? Победа. Видимо, разные сферы жизни. Где-то рационализм, а это чувства, эмоции. И шестерка жезлов. Жезлы, тем не менее, это дела, работа, бизнес, согласование, подписание каких-то соглашений, документов или получение результата, в первую очередь, наверное, от проделанной работы. Ведь вот эта победа, это не та победа, которая приходит сама по себе, ни разу. Это когда наш проект, в котором мы принимали участие, или, ну, аналогичное. Может быть, это просто работа какая-то, да, вы хотели построить карьеру, получить должность, добиться чего-то, может быть, одного какого-то пункта. Не что-то грандиозное, но такое более, может быть, и мелкое, но тем не менее весомое. И вот у вас выпадает победа. Опять же, нет закрытых дверей. Более того, вы сами эту дверь открываете, и вам рука плещут. И здесь ведь тоже нет закрытых дверей. То есть вам все рады. Вам везде рады, мои дорогие девы. У вас очень сильная позиция. Может быть, благодаря тому, что вы умеете и чувствовать, и любить, и одновременно вот так рационально мыслить. Вы не смешивать будете вопросы, которые больше на чувственности, да, или с людьми близкими, вопросы любви. Вы не будете смешивать с теми делами, которые нужно решать холодным умом. И это вам помогает добиться вот этой самой победы. Вообще здорово. Ладно, давайте пойдем дальше. По сферам жизни. Любовь и личная жизнь. Ну вот смотрите, двойка жезлов, нельзя сказать, что тут какие-то перемены. И правда, у кого устоявшиеся отношения, тут уже, ну, может быть, вы услышите какую-то новость, узнаете. Все же предполагается по этой карте. Ну, тогда вы вместе в паре будете что-то анализировать, продумывать или организовывать. Но, опять же, это пока не совсем движение. Но, может быть, какая-то иная ситуация, связанная с родственниками. Или для тех, кто один или одна, тут может быть такой побудительный мотив, когда узнаете вы новость, и это будет для вас, ну, таким, знаете, как толчком завершить свое одиночество, чтобы не сказать волшебным пенделем. Ну, правда, нам показана дверь, но для девушки, для героини это вообще ни разу не дверь. Она телепортируется через нее. Но она удивленная нам показана. Поэтому приготовьтесь чему-то удивиться. И это будет касаться, может быть, вашей личной жизни. Ни хорошо, ни плохо. Как бы общая атмосфера, она такая же, как и прежде. Но вот решение, скорее всего, вы какие-то будете либо менять, либо в зависимости от услышанного, ну, какую-то перерокировку, скорее всего, вносить. Ладно, давайте мы с вами узнаем, что же на финансы. Смотрите, у вас два короля. И когда два короля и больше выпадает, это
как будто не избежать нам каких-то контактов с людьми, ну, у которых есть полномочия в руках или сильными мира сего. Может быть, это придется и контактировать вот с такими хладнокровными людьми, может быть, да, как я говорила. Но и по королю жезлов это у нас харизматичный лидер. Вот опять же, полярной энергии. С одной стороны, холодная голова, рационализм, а король жезлов – это огонь. Ну, конечно, огонь в сердце, но, понимаете, это именно лидерство, которое по умолчанию. Это может быть как в отношении вас самих, это вы лидеры на работе или в своей профессии, в своей сфере занятости. Это вы набираете лидерские какие-то качества. Или когда вот рукоплещут вам, да, какая-то ж победа есть, ведь тоже жезлы будем говорить. Я тут вижу, правда, вот этот продуктивный период по работе в сентябре. Он для вас откроет либо новые перспективы, это железно, либо повышение можно по должности или самому начать строить эту карьеру. Не ждать там, да, под лежачий камень вода не течет, а спросить у себя, а я чем хочу заниматься? Или конкретно какое место я хотел бы получить или хотела. Ну и вам ведь, мои дорогие девы, самое главное поставить цель, а потом вы ее достигнете. Скорректируете вы какие-то мелкие шероховатости или найдете вы все равно тот фарватер, который вам поможет, опять же, достичь, и я бы сказала, даже какой-то вашей миссии. Но вот одна незадача по финансам. Надейтесь сами на себя. Вы ведь тоже можете столкнуться с такими лидерами, которые вас призывают. И говорит красиво такой человек. Иногда он бывает очень притягателен, очень так, знаете, прямо как магнит действует. Хочется внимать, хочется идти за ним, хочется взаимодействия или какого-то продолжения. Но у вас это выпадает на финансы. Но не участвует. Он не будет делать сам, король жезлов, что-то за вас. Более того, по финансам, ну, вам могут предложить какой-то проект, но это без гарантий. Опять же, если будет плюс, тогда хорошо. Но если будет минус, выкручиваться придется самому. Вот вам какую-то задачу нужно по финансам, я вижу, решить. И причем эта задача, она еще и строится при взаимодействии с другими людьми. Либо предложениями, или, мои дорогие, с какой-то информацией, которая от этих людей исходит. Будьте внимательны. Давайте узнаем, а что же у вас по части дела, работа, бизнес. Ну вот точно, по восьмерке мечей не устраивайте в сентябре себе ненужную философию. Или откажитесь напрочь от перфекционизма. Кстати, вот когда мы пытаемся словно создать шедевр и вот с какой-то детализацией, лишней скрупулезностью пытаемся что-то доработать, дописать или переписать, переделать, вот это не имеет смысла. Для вашего знака зодиака, мои дорогие, будет архиважно уметь быстро перестраиваться на новый лад. А вот когда мы подзастряли, ведь эта карта искаженного восприятия, нам и начинает казаться то, чего нет. Ну, видимо, ведь очень рациональные все карты, которые выпали до этого времени. Но из разряда накатило, может быть, восьмерка мечей – это вообще то, чего нет. Это нам кажется. Но в самом деле обстановка обстоит совершенно по-другому. Да и ни одна из предыдущих карт не говорит о том, что ну, что-то подобное нас угрожает или ожидает. Наоборот, тут ну, по нарастающей идут ваши возможности. Это ваше время, мои дорогие девы. Но, видимо, если начнем вспоминать былое и думы, а ведь нам как нарочно не вспоминается, вот бы победы вспоминать, так тогда это вас будет вдохновлять и чувствовать, вы будете себя более уверенно. Но иногда бывает, вспоминаем свои промахи. И вот начали вспоминать и где-то подзастряли. Вот об этом говорит восьмерка мечей, что внутренние наши, может быть, и чувства или эмоции, они будут сдерживать. Они будут неправильную как будто картину или мешать увидеть ту картину, которая есть в реальности. Или, может быть, желание даже, да, какой-то прежний проект переделать, реанимировать с новой какой-то силой или с какой-то детализацией. Вот это не будет все помогать. Здесь нужно идти вперед, мои дорогие. Ладно, давайте узнаем знаки судьбы. И первый знак судьбы. Ну, окружение вы тут свое будете причесывать, как будто без этого никак невозможно.
Ну и, в принципе-то, карты тоже об этом говорили предыдущие. Семерка жезлов нам даже вот так на первый взгляд непонятно, что человек делает. Закрывает он этим камнем грот или наоборот открывает. Вот и вы, мои дорогие девы, видимо, перед кем-то вы будете закрывать двери, ну, даже иносказательно, или с кем-то определитесь для себя, буду прощаться, может быть, это не будет в одночасье, но постепенно вы какие-то контакты будете сводить к нулю. Хотя я не исключаю, что перед кем-то буквально закроете дверь. По семерке жезлов это есть какая-то путаница извне. Значит, будет много контактов, много будет разных людей, вам будут приносить разного рода информацию, и вам тут нужно будет правильно понимать, что для вас важно. И нужно ли вам в чем-то участвовать. По семерке жезлов мы в этой путанице задаем себе первый вопрос. Мне это нужно? Или для меня это будет служить прогрессом? Потому что люди, которые уже присутствуют в вашей жизни, а может быть кто-то из новых людей, глядя на вас, а вы люди уверенные, вы люди надежные, от вас исходит вот эта аура. Кто-то будет пытаться переложить часть своих обязанностей банально на ваши плечи. Или пытаться вас уговорить, вовлечь. Вот будьте аккуратны с королями жезлов. Да, когда я сказала, лидер, хочется слушать, внимать, а делать-то придется самому. А если и выкарабкиваться из какой-то ситуации, то опять же один на один. Вот поэтому себя не обесточить, это как минимум. И вот этот грот с камнем, видимо, ну, может быть, запомните, что будут такие ситуации двоякие. Чаще по семерке жезлов нам наоборот карта дает совет. Не участвуй в чем-то. Или как минимум сохрани для себя свободное пространство для того, чтобы ты мог или могла отступить полшага назад. Может быть, взять время подумать. Не выноси сразу вердиктов или просто банально. Не говори даже из лучших побуждений кому-то да или резко нет. Тут тебе нужно это проанализировать. Куда твоя жизнь идет, если ты с чем-то согласишься или от чего-то откажешься. Вот есть какая-то аналитика, но мы тут сохраняем опять же себя, потому что вполне вероятно по этой карте, если мы включимся во множество вопросов, мы не только потеряем время, но мы еще и потеряем какую-то собственную возможность. Ну, видимо, люди манипулируют, и вам ничего другого не остается. Где-то с элементом манипуляции именно в этой колоде король жезлов, а это у вас на финансы. И посмотрите, наш король на фоне Стоунхенджа. Есть то, что непознанное, но очень притягательное. И вот для вас это вот как-то граничит с финансами. Второй знак судьбы. Есть та тема, когда вы все-таки должны быть, ну, настороже. Карта отшельника. С одной стороны, явно вам никто не мешает. Но вы сами, значит, можете на что-то согласиться. Отшельник это не есть стоп, это не остановка, но он и не торопится. Это все то, что я сказала. У него свой путь. Это что-то более духовное, более возвышенное. То, что важно ему лично. Карта может подсказывать, что вы в эти 10 дней вы для себя как жизненный путь определяете. Может быть и так. Опять же, помех нет. Но могут люди пытаться свести с пути истинного, так и хочется сказать. Вот посмотрите, как будто пытаются соблазнить нашего отшельника, а он так отмахивается, отворачивается. На вас будут влиять люди, причем по-разному. Могут вас к чему-то уговаривать, склонять. Кто-то вам может петь дифирамбы, ну, попросту льстить. И согласитесь, нам всегда приятно слушать то, что, ну, приятно уху, правда. А то, что неприятно, хочется послать подальше. Ну вот, видимо, понимаете, и в первом, и во втором вам все-таки нужно видеть рациональное. Что же есть на самом деле? Если вам человек, ну, вдруг вот так вот, начинают говорить какие-то комплименты, но не торопитесь точно доверяться. Сначала подумайте, а зачем ему это надо. Ну, я допускаю, конечно, и не все люди, которые говорят резкие слова. Просто есть люди чересчур открытые, но и в то же время у которых явный недостаток такта, как это подать правильно. Но человек ничего не замышляет. Может быть, нам и не нравятся его методы, но мы не можем сказать, что это наш враг или недруг. Вот как-то так неоднозначно будет с 1 по 10 сентября. И вам нужно быть вот этим философом-отшельником, чтобы не купиться ни на лесть,
ни на какие-то минусовые слова. Отшельник, что бы ему тут ни говорили, он всегда идет вперед. Это карта мудрости. Вот для вас как знак судьбы. Третий знак судьбы. Я так думаю, что, правда, у кого-то с ожиданиями, и пусть это у кого-то личная жизнь, у кого-то вопросы работы или вашего продвижения, может быть и коррекция последующих планов, что бы вы хотели осуществить, или методов. Явно вы будете от чего-то отказываться, вы уже видите, к чему вы пришли. Но и карта говорит, пятерка мечей, именно в этой колоде, ожидание – эта карта. У вас как бы с подсмыслом две карты. То есть, может быть, это вы думаете, что время пройдет и что-то вернется. Или я сейчас, вот как я говорила, да, про перфекционизм, я попробую это сделать лучше, или я попробую с этим человеком поговорить более откровенно. А тут ведь мы тоже не все решаем. Должна быть какая-то, ну, как взаимоэнергетика, да, или взаимный энергообмен, когда не только вы стремитесь к чему-то, но и человек откликается, а иначе игра в одни ворота. Вот, собственно, как игра в одни ворота, все голы уже забиты. Нам показывает девушку, она явно была девушкой, когда пришла к этим дверям. И дверь была закрыта, она решила, дай-ка я присяду, дверь откроется. И девушка состарилась, и дверь заросла плющом, ничего не происходит. Вот там, где это как подсказка, знак судьбы, если где-то что-то закрывается, не нужно ломиться в эту закрытую дверь. И, как известные слова, я часто, они у меня и на сайте присутствуют, и в моих раскладах, когда одна дверь счастья закрывается, на смену ей открывается другая дверь. Но мы часто этого не замечаем, глядя глазами в закрытую дверь. Вот, наверное, основной посыл. И, может быть, мои дорогие, вот эта закрытая дверь на уровне триггера или ваших уязвимостей, если уж мы так говорили с самого начала, но явно какое-то бесплодное ожидание должно быть закончено. Просто у каждого здесь своя сфера жизни. У вас на кону победа, понимаете? И было бы неправильно, причем на кону не только победа, а еще какая-то ваша миссия. Все-таки отшельник – это же философ. А мы можем подзастрять или начать участвовать в чем-то малозначимом. Или пусть даже из лучших побуждений кому-то помогать. Мы потеряем время и себя как будто назад отбрасываем. Поэтому искаженного восприятия не должно быть. Ваш рационализм, мои дорогие, и ваше критическое мышление творит чудеса и победы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. Я благодарю за ваши искренние комментарии. Я благодарю, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.